Раз, два, три, четыре, пять. Меня хорошо слышно? Поставьте плюсики в чатике, если да. Ставьте плюсики в чатик. Так, сейчас я закреплю здесь эту историю. Ну, мы справились. Слава богу. Все работает. Сейчас еще одна деталь. Зарядочка. Чтобы все работало хорошо. Да. Ура! Так, я безумно рад всех видеть. Я в такой домашней обстановке. У меня вот тут есть чай травяной. Спасибо моим немецким друзьям. Привезли чай, который называется «Ангел-хранитель». Я не знаю, с чего, но он очень вкусный. С медом. И тоже я приглашаю вас как-то расслабиться, сесть поудобнее, потому что у нас сегодня карантинный домашний разговор. Ой, как много любви в чатике. Сейчас я все прокомментирую. Нас так много. Я, конечно, очень сильно удивлен. 2000 человек, больше 2000 человек. Это прекрасное объединение, и это большая сила. Потому что здесь, когда речь идет об энергии сознания, то сила умножается. С каждым человеком сила приумножается. Сегодняшняя наша беседа, она такая в потоке будет проходить, поэтому не будет какого-то специального плана. Многие ждали трансляцию, как будто вот-вот она спасет весь мир. Мир спасает не разовые акции, мир спасает выработанные отношения. Сейчас мы про это поговорим. Те, кто были на курсе, они знают эту тему. Я постараюсь ее еще раз пояснить для всех, для широкой публики. Я рад приветствовать всех тех, кто подключились. 2500 человек. И еще не меньше, а, наверное, больше тех, кто смотрит эту запись в записи. Да? Спасибо, что присоединились. И ваше присутствие, ваше внимание ощущается здесь так же, как и те, кто участвует вживую. Такого устройства энергии, которая пребывает вне линейного времени, вне вот этих вот наших ограничений, к которым мы привыкли. Энергия распределяется, и энергия течет и объединяется, и работает вне временной линии. Поэтому все усилия, духовные усилия, которые мы предпринимаем сейчас, и которые вы предпринимаете в вашем сейчас, они равны, и они соединяются вместе. И поэтому здесь есть энергия вас, точно так же, как наша энергия есть в том моменте, когда вы смотрите это видео. Я рад вас приветствовать. Для меня это самый естественный формат, и очень здорово, что я так счастлив вернуться к трансляции. Я забыл уже об этом ощущении. Мы последний раз встречались, когда в 2016 году в онлайн-формате, и потом я много путешествовал, много общался с людьми. И это тоже потрясающий был опыт, потому что ты чувствуешь вот это вот непосредственное тепло от людей, вот это вот ауру, которая создается в помещении, но все-таки вот это поле, которое мы создаем в трансляции, оно абсолютно физично, его каждый может почувствовать, пощупать прямо сейчас, оно ни с чем не сравнимо, это лучше любых стимуляторов, не знаю, оно очень сильно вдохновляет делать то, что я делаю. И каждый раз перед трансляцией я думаю, вот, это же там целое дело, это все вот надо так организовать, а потом садишься и понимаешь, что, ох, как хорошо. Вот оно только ради этого и создавалось. Спасибо за комплименты моей прически. Кому тихо, нужно чуть-чуть, наверное, сделать погромче. Если есть возможность на колонке или на компьютере, если нет, то
надо что-то сделать будет. Я даже не знаю что, потому что пока звук вот такой. Кто-то пишет, что хороший звук. Если что, потом можно будет просто переслушать на чем-то более громком. Вот, или наушники. Можно наушниками воспользоваться. На следующих трансляциях будем решать этот вопрос более, скажем так, жестко. Сейчас пока так, потому что мы внезапно решили сделать этот вебинар. Вы знаете, тема сегодняшняя, она не про то, что происходит в мире, хотя мы про это тоже поговорим. Мне все писали в Инстаграм, в социальных сетях, везде: Саша, ну выскажи что-нибудь по поводу того, что происходит в мире. Вы знаете, я очень не люблю вот этот духовный хайп на каких-то темах. Да, это, довольно странно, с одной стороны. С другой стороны, я не люблю моменты, когда все, чему я учу, я всегда учу самостоятельности, взрослости и тому, что мы можем менять реальность и в одиночку в том числе, и организуя вокруг себя людей. И мне хочется быть тем прибежищем внешним для аудитории. Хочется, чтобы как раз-таки в такие моменты мы могли взять ту информацию, которой мы научились, и применить ее, да, для того, чтобы исцелить себя, исцелить свое сознание, исцелить свою жизнь для начала. Да, это все то, чему я учу. А сейчас формируется уникальное событие. С одной стороны, почти каждый вебинар, в нем много-много людей из разных стран. Но в наших трансляциях уникально то, что люди объединяются не вокруг лидера, да, какого-то одного, не вокруг меня, не вокруг идеи, какой-то ценной информации, которую можно дать. Они объединяются вокруг своего внутреннего ощущения, своего внутреннего переживания. Посмотрите на чатик, да, сколько людей делятся своей радостью, и мы, по сути, объединяемся все вокруг этой радости. И это поле помогает нам просто удерживать нашу вибрацию, нашу радость, которая внутри нас есть. Конечно, на самом деле один в поле воин, но когда мы одни, то наше поле, оно иногда подвергается влиянию какого-то ветра, каких-то там погодных условий эмоциональных, и это абсолютно естественно. А когда мы объединяемся, это позволяет сделать наше поле более устойчивым. И это то, что 3500, господи, последний раз я так видел, что быстро обновлялись сообщения, когда мы 25 декабря 2012 года, в день этого конца света, собирались. Так много нас. И так же, как тогда был не конец света, и сейчас не конец света. Хорошая новость. Мы объединяемся вокруг нашего внутреннего и помогаем его сделать более устойчивым. И поэтому вот как раз-таки такой формат объединения через весь мир, вокруг всей планеты создает действительно такую паутинку или сеть света. Это даже не какая-то волна или это не какое-то объединение, это именно вот сеть. Сейчас нас опутывают многие сети, электрические сети, нас опутывают сети телекоммуникаций, через которые мы ведем эту трансляцию. Но сейчас на планете зарождается новая сеть. Да, она только сейчас формируется. Это световая сеть. Прообразом был интернет. Но интернет – это сеть без какого-то определенного вибрационного настроя. Она нейтральна, она технологична, технократична. Но есть сеть света, сеть нашего сознания, паутинки, объединяющие наши разумы. И эта сеть формируется, и со временем она обнимет всю планету и сделает деструктивные события просто невозможными, потому что всегда будет зажжен свет. И эта сеть будет помогать в кооперации. Если у людей добрые намерения, и она не будет поддерживать деструктив. Вот в этом есть то, к чему мы идем, в этом есть приглашение будущего. То поле, та сеть, которая формируется, та паутинка света, которая формируется, она со временем будет менять способ того, как на планете идут дела.
Когда мы были разобщены, а разобщены мы были всю историю человечества, и разобщены мы были не потому, что злые люди а, стремятся нас разобщать, а просто таково наше сознание. Когда мы были в нижней части шкалы сознания Хакинса, да, когда мы были в страхе, когда мы были вот в этой спирали страдания, как я ее называю, мы естественным образом отделяли себя от других людей, и между нашими сознаниями не было связи. И поэтому страх мог распространяться по планете, потому что планета была, скажем так, в деструктивной сети. Все, что нас объединяло, это был страх друг перед другом. Да? Растождествленная планета, разобщенная планета. И когда происходили массовые события, что происходило? Еще большее разобщение. Еще большее разобщение во время войн, еще больше разобщения во время эпидемий, еще больше разобщения во время природных катаклизмов. Это не могло создавать решения, это не помогало людям выживать, хотя это инстинкт выживания. Что же происходит сейчас? Сейчас на планете, что бы ни происходило, заметьте, в последние, наверное, лет 50, с конца Второй мировой войны, каждое массовое деструктивное событие порождает запрос на единение. После Второй мировой войны Европа начала объединяться. Да, там не все идеально, но это очень здоровый и очень нужный процесс. Очень здоровый и очень нужный процесс. Практически каждое массовое событие порождает сейчас волну сострадания и волну поддержки. И интернет в этом плане выступает большой вспомогательной силой, которая объединяет планету и помогает нам сонастраивать свои разумы. И когда наше сознание, наше сердце и сердца и сознание других людей будут вибрировать на одной частоте, и эта частота будет выше страха, это будет частота смелости, это будет частота сострадания, то тогда со временем на планете создастся сеть, которая будет не допускать ни одного деструктивного замысла или ни одного деструктивного события. Вот такая вот магия – это то, к чему мы идем. Интернет – это прообраз сети света. И сеть света не будет нуждаться в специальных электрических носителях. Просто мы будем чувствовать эту родную поддержку на всей планете. Это уже происходит. Я когда путешествую, я очень часто вижу, что я приезжаю в другие страны, и тот уровень безопасности, который есть сейчас, то, как может путешествовать сейчас женщины и мужчины, дети по всему миру, это невозможно было еще 50-30 лет назад, когда можно вечером спокойно гулять практически по любой стране и чувствовать себя в безопасности. Это не только фактор какой-то там социальный, да, это еще и эмоциональное ощущение, и оно базируется в том числе на общем состоянии родства и связанности, которое постепенно в мире нарастает. Мы уже не чувствуем другие страны чужими, мы уже не чувствуем других людей чужими, мы начинаем тихонечко объединяться. И что такое будет сеть света? Это будет сеть родства, которая будет объединять весь земной шар. Такой вот эзотеричное вступление, почему-то пришла вот такая информация. И о чем это будет? Это будет о том, что где бы вы ни находились, вы будете чувствовать, что у вас, вот как есть любимый человек, да, где-то вот, предположим, да, вы любите кого-то, вот точно так, в таком же поле вы будете находиться, неважно, есть конкретный человек или нет. Это будет необъяснимое рационально состояние безопасности везде. И эта сеть будет создаваться не на уровне, не когда будет кто-то сверху ее модерировать или ее будет как-то направлять или задавать ей какую-то частоту. Нет, потому что точно так же, как мы в страхе все едины, в том плане, что мы стремимся обособиться и очень похоже себя ведем. Точно так же и в счастье мы все едины. И когда мы в этом счастье едины, то тогда у нас на самом деле исчезает противоречие. В страхе они только растут, а в единстве, в сострадании, в высоких частотах эти различия, они перестают играть решающую роль, и здесь нет нужды в модерации. Потому что счастье не нужно модерировать, счастье не нужно управлять извне. Человек всегда знает, когда он счастлив, подсознательно. Ему ничего сверху не нужно, никаких настроек. Никаких настроек. И в связи с этим мне хочется вот сейчас поговорить серьезно, перед тем, как мы перейдем к вопросам, и когда мы поговорим, поприветствуем еще раз всех, кто здесь присутствует, мне хочется затронуть очень важную тему в начале. Уж не обессудьте. Значит так,
У меня есть ряд чатов, у меня есть ленты в Фейсбуке, в ВКонтакте, и я иногда туда заглядываю. И иногда мне хочется просто взять и просто поудалять всех из друзей, потому что это удивительно, как парадокс. С каких это пор то, что ты духовный человек или интересуешься духовностью, автоматически заставляет тебя интересоваться всевозможными теориями заговора, всевозможными тайными правительствами, замыслами политиков и всего прочего. Это вообще никак не связано. Вообще никак. Почему-то у нас действительно в культуре есть такое представление о том, что если ты эзотерик, то ты интересуешься всем и чакрами, и меридианами, и космическими пламенами, и мировым теневым правительством. Это вообще вещи не связанные. Духовность – это про то, как проявить дух в человеке. Точка. Все остальное – это никакого отношения к духовности не имеет. И когда я вижу посты о том, что то, что происходит в мире, это заговор мирового правительства, заговор Китая, заговор Европы, заговор рептилоидов, я не могу понять, какое это отношение имеет, и все это с духовным подтекстом идет, какое это отношение идет к духовности. Это опошляет духовность. Это опошляет духовность. Не говоря уж о том, что следование теории заговора свидетельствует о неряшливости в работе с информацией, о недостаточном желании ее анализировать глубоко, да, и о мышлении жертвы. Никакого отношения к духовности нет. Это самое антидуховное, что только может быть. Это перевешивать ответственность на какие-то внешние темные силы. Это вообще никакого отношения не имеет. И мне хочется здесь вот этот серьезный разговор провести еще раз, потому что это то, что сейчас происходит, даже в моих чатах, это абсолютно, иногда бывает, это абсолютно деструктивный антидуховный процесс, который никаким образом не помогает. Смотрите, как это работает. Вот то, что сейчас происходит в мире, да, является лишь отчасти вот это массовые переживания. Где-то больше, где-то меньше. В России чуть-чуть поменьше, потому что там, мне кажется, у нас уже ничем не испугаешь. В Европе чуть-чуть побольше, потому что жизнь там более благополучна в среднем и более, скажем так, более спокойно, да, более спокойно на протяжении последнего какого-то горизонта времени. А у нас все-таки больше потрясений эмоциональных, мы к этому более привыкли, да, в России. Тем не менее, вот это ощущение напряженности лишь отчасти связано с тем, что реально происходит. В большей степени выходит на поверхность наша внутренняя накопленная тревога. Тревога, связанная с тем, что меняется мир. И мир приглашает нас брать больше ответственности. Тревога, связанная с тем, что мы начинаем с каждым годом все более и более точно осознавать, что в этом мире без нашего взрослого участия никто не способен гарантировать нам счастливой, беззаботной жизни. Ни правительство, ни религия, ни медицина, никто не способен, ни финансовые институты заботиться о нашем счастье. Мы больше никому не можем отдать силу за свое благополучие, в первую очередь эмоциональное, потому что все начинается с эмоционального благополучия. Эмоциональное благополучие вообще никакого отношения на самом деле не имеет к какому-то материальному или какому-то еще благополучию. Это вообще вещи не связанные. Эмоциональное благополучие первичное – это то, что порождает и организует все остальные события в нашей жизни. Так вот, мы все время, всю нашу историю человечества всегда перевешивали ответственность на внешнее. И сейчас, когда мы видим, что рушится и доверие к правительствам, и доверие медицине, и доверие церкви, мы долгое время отодвигаем это в дальний ящик. И только вот сейчас, когда много факторов сходится, начинает выходить вот эта вот тревога, которая там всегда была, понимаете? Выходят пласты вашего сознания из глубины подсознания, которые всегда там были, если вы находитесь в тревоге. И это не связано с реально произошедшим. И опять же, я стараюсь говорить аккуратно, есть люди, которых затронули финансовые события, есть люди, которые переживают из-за работы, есть люди, у которых близкие могут или сами, которые испытывают воздействие вот этих вирусов, которые сейчас на планете ходят. Это не важно. То есть это важно, и это есть, но в целом
вначале выходят вот эти глубинные пласты, которые всегда там были, всегда там были. И они перед вами, и вопрос, что вы с этим сделаете. И впервые, возможно, в вашей жизни, на самом деле, скорее всего, не впервые, вы люди все-таки продвинутые, и многие важные выборы в жизни сделали, и светлые, но впервые перед жизнью большей части человечества встает вот этот момент, когда больше не на кого положиться, не на кого. Есть факторы, которые не дают вам больше свое внутреннее благополучие повесить на крючок внешнего благополучия, потому что конструкции разорваны, конструкции сломаны, конструкции рушатся, никто не может вам ничего гарантировать. И это происходит везде. И это происходит везде. И это приглашение к взрослению человечества, к взрослению сознания. Я всегда вот это в последнее время об этом говорю. Приглашение к взрослению. И, конечно, эти пласты выходят, и эта тревога, она нуждается в том, чтобы быть реализованным. Человек в состоянии тревоги, в состоянии жертвы, в старой парадигме сознания всегда будет искать, куда это примостить. Поэтому в ход идут самые разные теории заговора, в ход идут самые разные попытки перевесить ответственность на одних, на других, на третьих, на десятых, на 50-х. Часть людей пишет о том, что вируса нет, и это все сказки. Тогда, пожалуйста, вот из этих людей предлагаю вот их специальным самолетом просто отправить в Италию, раз они такие молодцы, и пускай даже без масок, раз они не боятся, помогают людям там, да, если они считают, что это все полная ерунда. Это первый момент. Часть людей говорит о том, что замысел теневого правительства. Ну хорошо, а что ты с этим сделаешь? Что ты с этим сделаешь? Если ты перепощиваешь эти посты изо дня в день, и ты закручен в эту драму, и твой вот этот интерес и страх перемешивается, и вот тебе нравится вот это во всем этом копаться, вопрос, в какой ты вибрации, в каком ты состоянии? Ты часть проблемы или часть решения? Ты на самом деле часть проблемы. Ты еще закручен в эту драму. Вот в это вот... Из страха мозг включает это любопытство. И знаете, что самое неприятное? Что ни одно из вот этих выходов начать винить кого-то, отрицать, искать заговоры, рептилоидов, королеву Великобритании, кого угодно. Ни один из этих способов не снимет с вас тревогу, потому что эта тревога не связана с внешним, она связана с вами, и она связана с вашей драмой накопленной, и с невозможностью мира сохранять тот уровень безответственности, который мы как человечество, инфантильности, который мы как человечество в себе носим, пока еще как бы не собираясь взрослеть. И это призыв взрослеть. Не поможет ни одно, ни другое, ни третье не поможет вам выйти из тревоги. Потому что тревога решается действием, тревога решается приложением своего внимания, своих усилий к чему-то конструктивному. Только так вы можете стать частью решения проблемы. Какое приложение для тревоги? Какое приложение для усилий, чтобы выйти из тревоги? Что мы можем сделать? Вот этот вопрос, который задает себе взрослый человек. Конечно, в этом мире всегда есть что? Всегда есть правительство, которое использует какие-то ситуации себе во благо. Всегда есть какие-то силы разные противоборствующие. Это никто не исключает. Но что ты можешь сделать? Есть ли у тебя сила и могущество сделать что-то иначе? Вот этот вопрос, который мы можем задать себе. Есть ли мой вклад, есть ли мое участие? Кто я во всем этом? Я безвольная жертва, которая должна трястись в тревоге? Или я человек? Я пришел, это моя планета. И да, сколько угодно может быть сил в этом мире, которым мы отдали свою силу. Поэтому они и сила, потому что мы отдали свою силу. Мы когда-то обменяли нашу силу на безопасность с государством, да? Когда-то мы обменяли наш контакт с Богом на, опять же, на ту же самую безопасность с церковью и так далее. Мы просто отдали эту силу этим институтам, мы их накачали силой. Как мы можем забрать свою силу? Начать пользоваться своей собственной силой. Для этого первое, что нужно сделать, это остановить, принять решение, увидеть, насколько деструктивно нас затаскивает вот этот вот
круговорот тревоги и наконец-то увидеть, что там нету выхода. Чем более мы думаем о факторах тревоги, тем более мы думаем о факторах тревоги. Чем больше мы в тревоге, тем больше мы в тревоге. Понимаете? Это так работает. Там нет выхода, там нельзя дойти до дна. Тревога, она бесконечная, и одновременно с этим нулевая. Да? Невозможно дойти до дна листа, потому что он лист, он почти двухмерный, там нет дна, но в него упираться можно сколько угодно. Дурацкая метафора, но примерно так это работает. Тревога пуста, и нам кажется, что она бесконечна. Вот в чем суть. И когда вы это увидите, вы спросите себя, что я могу сделать? Что я могу сделать? И самое первое, что мы можем сделать, это стать частью решения. Стать частью решения – это значит перестать организовывать свою жизнь вокруг проблемы, вокруг болезни, вокруг драмы. Все, что мы делаем, пока мы в драме, мы либо боремся с драмой, либо убегаем от драмы, либо замираем и вообще не понимаем, что делать. Да, мы либо придумываем, на кого перекинуть ответственность, и это даст нам кратенькое успокоение, но потом тревога вернется, потому что мы все равно так же беспомощны, еще даже больше беспомощны. Она возвращается, она усиливается даже. Можно дойти до нежизненного состояния. Что мы можем сделать? Мы можем перестать организовывать свою жизнь вокруг драмы, где бы мы ни находились. Виктор Франкл это делал в концентрационном лагере. Мы можем организовывать жизнь не вокруг страдания, даже если что-то происходит. Не вокруг болезни, не вокруг страдания. Есть другие вещи, которые в этом мире являются достойными для того, чтобы ради этого жить и вокруг этого выстраивать свою жизнь. Вы можете сказать, наивно радоваться и плохо радоваться, когда вокруг все плохо. В том-то и дело, что надо радоваться. В такие-то моменты надо радоваться. Потому что нам жизнь дана. Она маленькая, хрупкая, моментальная. И мы можем всю ее растратить, всю ее вылить. Просто вокруг страдания растратить ее. Либо мы можем ухаживать за ней, выращивать там красивые цветы. По чуть-чуть, что бы ни происходило. И это выбор, взрослый выбор, который делает человек в каждый момент времени. Дальше. Что порождает этот выбор? Как он может совершиться? Это действительно не просто найти хорошее в том, что есть, да, а понять, что на самом деле нашу свободу-то ничто не ограничивает, ни эмоциональную, ни какую-то еще. Да, дома на карантине, да, не знаю, в каких-то не самых понятных условиях ситуации по поводу будущего, в том числе финансового будущего. Мы можем, это в нашей ответственности, выбрать те занятия, те мысли, те ощущения, тот уют, тот комфорт, тот контакт с собой, который будет нам нужен, который соответствует другой жизни. Если для вас это сложно, то есть второй шаг, да? И если для вас сложно для себя это сделать, есть второй шаг, который помогает выйти из тревоги. Это называется сострадательное действие, то, чему я учу на курсе. Это возможность пойти в свой центр и благим намерением, добрым намерением, чистым намерением послать свет, помощь и любовь тем, кому нужно. И многие люди думают, вот я не знаю, я не всегда чувствую это сострадание, я сам в дискомфорте, я сам грустен, или я уже не могу ничего чувствовать, я вообще не вижу образов, как мне это делать? На самом деле, когда хирург делает операцию, он не обязательно там плачет и сострадает каждый раз, он просто делает. Точно так же любое направление энергии, любое направление внимания направляет энергию. И когда мы от чистого сердца говорим, я направляю любовь, я направляю свою сердечную энергию туда, где она нужнее всего прямо сейчас, то вы делаете действие, которое на самом деле направляет вашу энергию. И со временем ваша тревога начинает уменьшаться, потому что вы делаете действия, и ваше подсознание, ваше сознание начинает понимать, что действительно что-то важное и настоящее происходит. У нас уже 5000, это волшебно. Вопросы можно будет чуть-чуть попозже. Вот так это действует. Когда мы делаем сострадательное действие, когда мы производим сострадательное действие, это дает возможность нам избавиться от тревоги.
Когда мы делаем что-то для балансировки своей жизни, это помогает нам выйти из тревоги. И это 2 шага. 2 шага. Первое – сбалансировать свою жизнь, исцелить себя от страха. И второе – посылать свет туда, где он нужнее всего прямо сейчас. Есть еще третье. Это третье. Начать праздновать маленькие изменения, которые происходят. Начать праздновать те моменты, когда мир меняется. Это очень важно, потому что, поймите, наше внимание – это маленькие гирьки, но вполне весомые, которым мы голосуем каждый момент времени за то, что будет происходить на планете завтра. Все то, что мы наделяем вниманием, умножается, усиливается, развивается, расцветает. Это можно и с банками с рисом или с 2 растениями понаблюдать, да? Все, чему мы даем внимание, получает жизненность. Чему мы даем внимание? Это тоже вопрос, мы часть проблемы или часть решения. И это тот вопрос, который я хочу вам задать. Вы все еще часть проблемы, и вы репостите посты о том, что это заговор мировых элит, что это Китай, что это рептилоиды, что это президент Трамп, что это Путин, что это еще какие-то вещи. Или вы думаете, говорите и делаете то, что соответствует радости в вашем сердце. Это выбор. И это выбор как в какой-то момент духовного пути становится очевидным. Очевидным. Он не очевиден для людей в начале духовного пути, потому что им кажется, потому что они пока еще прилипли к драме. И каждый раз отрываться от драмы очень сложно. Для этого нужны иногда практики, нужно что-то еще. Но в какой-то момент становится очевидно, когда ты говоришь, ну так уже достаточно. Уже достаточно. Я так жить не хочу. Есть моя драгоценная жизнь, она маленькая. И даже если это все, что у меня есть, и даже если мое сознание не обладает какими-то сверхъестественными способностями, ну хоть этот маленький кусочек, я могу на нем цветы вырастить и красиво его как-то сделать. Да, не разрушать его постоянной драмой. В конце концов, драгоценное тело, которым вы обладаете, может ли оно быть достойно того, чтобы вы его не мучили тревогой? А потом, следующий вопрос. А может ли быть так, что у вас есть сила? Потому что вы родились на этой планете, вы вершина жизни на этой планете. Может ли быть у вас право направлять ход событий здесь? И это то, что мы с вами делаем сейчас с вниманием. И этот вопрос. Ты часть проблемы или часть решения? Я хочу, чтобы вы выбрали то, кем вы являетесь в этой ситуации. И тогда с этого процесса начнется возможность, откроется возможность для того, чтобы вы жили абсолютно, абсолютно по-другому. Я начал говорить об отношении. Отношения вместо разового приложения усилий, разовой практики. Вот это то, что мы должны развить. Спасибо, что пишете, что вы часть решения. Пока мы еще сильно закручены в драму, нам нужны практики. Нам кажется, что вот мы соберемся, помедитируем, и планета изменится. Мы соберемся, сейчас вольем энергии, и планета изменится. Запустим волну света, и планета изменится. Это действительно работает. Но это лишь маленькая часть решения. Есть кое-что, что способно изменить планету окончательно. Окончательно. И это не разовые акции. Это изменение вашего отношения. Отношение выше практик. Отношение выше приложения усилий. Что это такое отношение? Это когда вы привыкаете быть частью решения. Это когда вы выстраиваете отношения со своим телом, с планетой, с близкими людьми в другом ключе. Какое у вас отношение к вашему телу? Давайте с этого начнем. И сейчас я говорю не про еду, которую вы едите, хотя это тоже часть. Я говорю про эмоции. Когда вы заглянете в свое тело, в свой центр, почувствуете, просто положите руку, почувствуйте тепло и почувствуете всю ту отравляющую массу эмоций, которую вы погружали в себя, которую вы в себе создавали, которая мешает клеткам свободно дышать. И вы спросите тело, а как я к тебе отношусь? А что я позволяю нам внутри чувствовать? А что я туда заношу? И вы поймете, что это не жизненно,
и перестанете это делать. И начнете ходить по жизни вместе со своим телом, и у вас отношения станут дружескими. Отношения с планетой. Когда вы перестанете воспринимать планету как врага и начнете воспринимать ее как друга. Отношения с Богом. Отношения с временем. Отношения с неожиданными событиями. И самый вишенка на торте — отношения с людьми. Когда вы перестанете думать, что отношения с другими людьми — это что-то, что они другие. Когда вы начнете чувствовать ту же самую сердечную энергию, и когда вы начнете ходить между разных людей незнакомых в абсолютном ощущении безопасности, зная, что внутри них такой же Бог. Помните, я говорил, что видеть в другом Бога — это единственная, самая главная духовная практика в любом человеке. Вот это зарождение той сети света, о которой я говорил в начале. И отношения — это когда что-то происходит на автомате. И поэтому, когда вы вот сейчас в обычной жизни, вот в этих условиях, которые есть в мире, будете не держаться на позитиве, не посылать свет, не только, а это тоже важно, это большая работа, и это нужно делать. Но когда это станет для вас привычным, и вы просто будете думать о мышлении в состоянии драмы, как из серии, как я мог это позволить по отношению к себе, к планете, к окружению, к близким, как я мог вообще это позволять себе делать, это же тупо и бессмысленно, оно ничего не дает, и более того, оно никогда не дает решения, потому что решение появляется там, где есть пространство вариантов, да? А там, где есть суженное пространство, а стресс всегда сужает нашу картину мира. Там не может найтись решение, потому что там узенько, там ничего нет. В пространстве только решение находится. Вот когда это станет естественным, когда ваши отношения с собой, с эмоциями, с планетой, с Богом, с людьми станут именно отношениями, а не разовыми акциями проявления любви, с периодическими срывами в тревогу и стресс и страдания, вот тогда начнется реальное изменение мира на Земле. Поэтому это еще причина, почему я сразу не начал выходить с трансляции, потому что очень важно, чтобы сейчас это были не разовые акции, а чтобы вы действительно поработали с полем тех эмоций, которые вышли изнутри вас, из пластов вашего подсознания. Да, триггер внешний, да, триггер — это болезнь, это экономическая нестабильная ситуация, это непонятно, что будет в будущем, но выходит ваша тревога, которая всегда была там. И что вы с ней сделаете? Увидите ли вы ее бессмысленность и измените отношения с собой? Почувствуете ли вы сострадание сначала к себе и к той сущности, которую вы мучили всю эту жизнь? Ну, я мучил всю эту жизнь, это естественно. И почувствуйте, как это потрясающе приятно, чувствовать тепло от руки и начать заботиться о себе. Почувствуйте, как много сил и возможностей это вам дает. Почувствуйте, как внутри других людей есть. Весь наш курс, кстати, был посвящен именно этому, но это самый естественный процесс. Это не сверхматематика, это не сверхспособность, это самое естественное, что есть. Это просто возвращение в себя и в ту структуру, которая и так есть в нас. Это не что-то отдельное, это то, как должно работать, как должны работать вещи, сонастроенность между разумом, сердцем, клетками, планетой, другими людьми. Это все просто приходит в выровненность. И когда вот эти каналы начинают работать, тревога начинает уходить. И сострадательное действие к себе, умение сочувствовать себе, умение посылать свет другим людям — это то, что открывает эти каналы, это то, что дает нам возможность дышать свободнее. Это то, что дает нам возможность выходить из драмы и быть в другом качестве жизни. В другом качестве жизни. Это самое ключевое, что есть. И наша задача здесь действовать не разовыми акциями, а формированием долгосрочных отношений с собой, с людьми, с миром. Отношения. Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Что возникло? Можете ли вы взять этот пул эмоций и дать им место, дать им любящее внимание, дать им время, чтобы они исцелились? Не бежать вокруг от них, да, не бежать из-за них, там, не паниковать из-за них, а сначала дать им любовь, время, место, как всегда. А потом следующий шаг. Можете ли вы найти внутри себя другое пространство, где есть свет, да? Да, вот есть часть, где исцеляется, но есть часть, где всегда светит ваше внутреннее солнце. И можете сначала
может быть, свое пространство им осветить, а потом послать тем людям, которые нуждаются в этом больше всего. Причем я хочу такой нюанс сказать. Не только тем, кто нуждается в свете, кто и страдает сейчас, но и тем людям, которых вы считаете злыми или плохими, тем самым рептилоидам, которых, конечно же, не существует. Понимаете, о чем речь? Все достойны света, все достойны любви, все достойны тепла, и все достойны нашей энергии Бога внутри нас. И это то, что делает действительно просветленный человек. Он посылает свет тому, кому нужнее всего. В том числе и тем, кто сейчас принимает и политические решения, и медицинские решения, и те, кто ищут сейчас способы решения. Ученым, биологам, людям, которые спасают других людей, врачам, тем, кто сейчас болеет. Всем нужен наш свет, без разбора. Сложнее всего послать тем, кого мы не любим, потому что мы пока еще не узнали Бога в себе. Когда мы узнаем Бога в себе и Его пространство, Его потенциал, мы перестанем думать, и когда мы почувствуем, как Он внутри нас, как каждая клеточка наша, как наши деструктивные эмоции являются просто зажатыми частями энергии Бога, вот тогда у нас не будет больше вопросов, как другой человек, которого считает быть плохими, как его принять. Потому что мы увидим, что там такой же зажатый, закомплексованный, где-то боящийся Бог. Мы просто это увидим, и это будет для нас очевидно. И мы будем нуждаться, мы будем понимать, что так же, как мы в определенные моменты, когда нам было плохо, и когда мы вели себя как-то плохо, мы нуждались в любви, так же и эти люди нуждаются в любви. Самое важное. Я надеюсь, это послание будет выглядеть практично. Первое, исцелите свою жизнь. Сделайте выбор. Обнаружьте, что когда вы закручены вокруг драмы, тревоги и стресса, это не дает вам выхода. Обнаружьте, что это не дает вам успокоения, не дает вам здоровья. Обнаружьте. И выберите другое. Посылайте свет людям и в места, которые нуждаются в этом. И третье. Празднуйте маленькие изменения. Празднуйте каждого исцелившегося. Празднуйте маленькие радости нашей жизни. Празднуйте весну. Празднуйте возможности. Празднуйте те события, которые у близких людей или у вас в жизни происходят хорошие. Это же естественно. Что бы ни происходило, даже в войну люди останавливались, чтобы отпраздновать Рождество. Что бы ни происходило, мы должны праздновать. Потому что это показывает наше в высшей степени ответственное отношение к дару жизни, который мы обладаем. И чтобы обрести дар этой жизни, наши души проделали очень большой путь. Это очень дорогой дар для Бога – прийти сюда. А праздновать как? Так же, как мы празднуем, как и мы любые вещи празднуем. Получать удовольствие, наслаждаться тем, что происходит в нашей жизни хорошего. Поздравлять. Наблюдать, любоваться, смеяться, вкусно есть, если есть возможность. Сейчас собираться не надо с друзьями, но собираться виртуально. Такое потрясающее сейчас есть поле здесь. И здесь, конечно, я так давно не выходил в трансляцию, так много разных людей. Кто-то смотрит меня уже давным-давно, с незапамятных годов, кто-то совсем новенький, не понимает, куда он попал, как-то так на YouTube пришел. Я всех приветствую. У нас здесь немножко такой эзотеричный разговор, но в то же время абсолютно практичный о том, как быть в спокойствии в эти новые времена. И я хочу, чтобы вы понимали ключевую мысль. То, что сейчас происходит, не имеет прямого отношения только лишь к тому, что фактически происходит в мире. Хотя, конечно, это триггеры, это важные триггеры. Но маленький повод для празднования. Еще 50 или 100 лет назад то, что происходило, привело бы к обособленности. Что же сейчас делают люди? Даже на карантине они стремятся соединяться, общаться, обмениваться информацией. Такое поле любви, которое сейчас получает и сформировано на планете, оно же больше, чем в обычные дни.
да. Это заставляет страны сотрудничать, это заставляет людей сотрудничать, это заставляет людей сострадать без относительно политических конфликтов. Видите это, благодарите за это, радуйтесь этому, отмечайте это, просто отмечайте своим вниманием. А, вот это хорошо, вот это хорошо. Это действительно очень много. И сделайте что-то с той тревогой, которая сейчас вышла из подсознания, если она вышла. Дайте ей место, время, любящее внимание, чтобы она исцелилась, и поймите, что это просто тревога ребенка перед неопределенным будущим, когда рушатся опоры, и это нормально. В конечном итоге мы все должны стать взрослыми богами, которые заберут силу у внешнего и начнут сами распоряжаться своей силой. А у вас так много возможностей для этого. Так много возможностей. Если мыслить из ресурса, из состояния сонастроенности с собой и со своим внутренним пространством. Это послание на сегодня, такое теоретическое. Сейчас разберем несколько вопросов, я скажу о каких-то обычных, расскажу о таких обычных наших планах, о том, что происходит, а потом помедитируем немножко, да? Потому что я открыл себя как мастера медитации внезапно на курсе просветления. Кстати, о курсе просветления хотел сказать, что я, на большую сейчас публику хочу сказать, что я безумно благодарен всем тем, кто приняли участие, и тем, кто сейчас принимает участие, потому что это был такой экспериментальный проект, и я для себя очень многое открыл, что я действительно могу вести медитации достаточно симпатичные, как оказалось, да, я вообще не ожидал. И меня радует то, что курс стал по-настоящему народным, уже, наверное, полторы тысячи или уже 2000 человек его посмотрело, смотрят, постоянно подключаются, каждый день новые участники. Это удивительно, мы действительно получилось создать что-то универсальное, оно действительно лучше, чем моя личная консультация, и почти так же хорошо, как обнимание, как объятие. Это уникальное ощущение, когда чат живет, он постоянно обновляется, новые люди приходят. Действительно приятное ощущение, что сделал что-то важное. Спасибо вам за то, что вы поддержали эту инициативу и помогли в создании этого процесса большого, который, надеюсь, еще будет жить несколько лет, наверное, может и дольше. Постепенно так, плавно думаю о новых курсах, которые будут развивать тему, но пока не знаю, когда это сделать. Один курс для целителей, который я обещал, он точно будет. И еще, я думаю, курс с кодовым названием «Преображение». Да? Когда просветлел, пора уже и преображаться. Но для этого нужно еще накопить в себе опыта необходимого. О трансмутации человеческой природы, о выходе в новую парадигму существования, выходе из парадигмы страдания, из вихря страдания, вихрь смелости, вихрь счастья. О полном и окончательном выходе. И этот курс, если он будет задействовать очень много волонтеров, которые будут поддерживать группы, потому что если это будет трансформационный курс по преображению, то там реально нужно будет очень хорошо курировать всех участников, чтобы было много общения, много поддержки, потому что этот процесс будет для кого-то простой, а для кого-то и очень глубокий и энергоемкий. Поэтому подумаем об этом. А дальше все выступления наши, которые мы планировали, они состоятся, мы их аккуратненько перенесли, и если вдруг где-то не откроют границы, мы перенесем их еще раз, но все состоится, куда я обещал приехать, я обязательно приеду, потому что я уже так скучаю по всем городам, где я был, и с таким предвкушением хочу приехать и отношусь к городам, где я не был. Париж, Тель-Авив, я там еще не вел таких больших лекций, с удовольствием приеду, я чувствую, что надо это делать, и мы все это обязательно проведем, как только будет возможность для въезда, и как только будет безопасно. Потому что я понимаю свою ответственность. У меня был вариант приехать в Европу, заехать до начала карантина и спокойненько там где-то что-то делать, но есть ответственность. Многие люди теряются в том, что такое вообще, есть ли угроза коронавируса, нет угрозы. Дорогие мои, эпидемии были, есть, и какое-то время на планете могут присутствовать еще.
вирусы мутируют. Это естественный эволюционный процесс. Мы не приспособлены к новым вирусам. Это естественный процесс. Да? И то, с чем мы столкнулись сейчас, это действительно существующее явление, оно естественного происхождения. И как и на протяжении всей истории вообще планеты Земля это бывало. И действительно от нас требуется соблюдение элементарных правил, да, элементарных правил. И действительно это, эта ситуация сильнее, чем грипп или чем пневмония на данном моменте. И, конечно, мы это переживем, да, как цивилизация, и мы выработаем способы. И я прошу вас разделять реальное то, что происходит, опять же, от пласта тревоги, который мы пытаемся объяснить там, заговорами или обесцениванием или чем-то еще происходящего. Просто простые действия. И я просто как один из тех людей, который собирает людей, решил пока это тоже не делать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Не стабилизируется. Так, что касается финансовых переживаний и в России, и за рубежом по поводу карантина, и по поводу возможных вот этих всех историй с экономикой, дорогие, когда вы находитесь когда вы исцелены от собственного страха, жизнь никогда вас не оставит. Когда вы чувствуете свою связь с жизнью, когда вы сформировали отношения с жизнью. Отношения, знаете, что такое? Это когда вы понимаете, что вы даете, и когда вы понимаете логичность ответа. До тех пор, пока, вот знаете как, вот люди бывают живут в отношениях, да, в отношениях, на самом деле абсолютно не понимают ни мотивации, ни то, как их слова воспринимаются, ни то, что говорит в ответ другой человек. Просто живут параллельно и обмениваются какими-то уколами взаимными, там, типа, или вот этими какими-то рефлексами. Я тебе что-то брошу, ты мне что-то бросишь в ответ, вроде ситуация работает. Но это не отношения. Отношения, когда ты действительно чувствуешь, какой процесс есть внутри человека, какой процесс есть внутри тебя вначале, и как они синхронизируются. Так вот, когда вы научитесь отсюда смотреть на жизнь, даже оглянитесь в прошлое, вы увидите, что все, что с вами происходило, всегда было логичным следствием вашего состояния, вашего отношения с жизнью. Еще более простая формулировка: все, что с вами произошло, вы на каком-то уровне хотели сами. Это было вам нужно, это было то, что пригласила ваша душа. И когда вы научитесь в этом разбираться, вы поймете, что жизнь вокруг всегда идеально точно отражает диспозицию сил внутри вас. Буквально до процента. И таким образом вы поймете, что, управляя внутренним пространством, освещая его солнцем, светом, освещая его радостью, празднуя, высаживая цветы, вы сможете во внешней реальности с ней так сотрудничать, что эта реальность никогда вас не исправит, не подведет, не разрушит ваши ожидания. Но для этого, опять же, нужно выйти из положения жертвы, из положения дай жизнь, пожалуйста, иначе я буду капризничать и буду на тебя ругаться. И начать создавать свою жизнь, свое пространство внутри себя, сотрудничать через управление внутренним полем, через управление внутренним садом, через высаживание красивых цветов внутри. Вот о чем самый главный процесс отношения с жизнью. Это действительно понимать свой поток жизни, и понимать, что они всегда находились в сотрудничестве, даже если вы этого не замечали. И это хорошее время сделать это. И тогда у вас навсегда исчезнет тревога по отношению к будущему, понимаете? Понимаете, когда вы идете по своей квартире, вы не смотрите на пол и не думаете, а вдруг сейчас там пропасть. Вы знаете, что это ваша квартира. Для вас она привычна. Так вот, когда вы научитесь, освоитесь в жизни, когда вы поймете, как ваше внутреннее синхронизировано с внешней, вы будете знать, что ничто не может прийти без того, чтобы это заблаговременно появилось бы в вашем внутреннем пространстве. Понимаете? Вот в чем история, вот в чем магия вообще процесса. И вот в чем приглашение этого события. Установить более глубокую связь, более глубокие отношения с собой, с жизнью, с другими людьми, с тем, как происходили события в вашей жизни, как они происходят, как вы их творите, как вы с ними сотрудничаете. И таким образом повысить осознанность и раз навсегда выйти из тревоги.
И знать, что в каждый момент времени, посадив внутри себя, в своем внутреннем пространстве цветы, вы будете знать, что они прорастут и во внешнем мире тоже. Вот это ключевое послание, еще одно, которым очень важно поделиться в эти времена. Это времена, когда мы обретаем мастерство и взрослеем. И не думайте, что этим все закончится. Что мы сейчас опять переживем это и сможем впасть в инфантильное состояние. Прогноз очень простой. Раз за разом, по мере того, как ваша душа будет готова брать на себя все больше и больше творческой силы, когда ваши клеточки будут готовы впитывать в себя все больше и больше Бога, вам все меньше и меньше будет хотеться опираться на внешние опоры. И вам нужно будет на свой источник блага переезжать, на свою силу начинать опираться. Это приглашение. Невозможно вернуться в старое безответственное сидение на заборе. Вы либо часть проблемы, либо часть решения. Промежуточно больше сидеть не получится, колебаться вот туда-сюда. Вот о чем это время для вас. Посмотрим несколько вопросов. Давайте пару вопросов. Я приеду и в США, и везде, потому что это важно быть, но я еще больше хочу вести трансляции, потому что я понимаю, что это потрясающий инструмент, который дает охват, да, и который дает возможность соединить людей, сфокусировать их внимание и сделать что-то очень важное для установления этой сети света, которая сейчас на планете проявляется. Как бросить пить навсегда? Дорогие мои, вот давайте вот такие вопросы, как бросить пить, избавиться от сопротивления, начать что-то делать. Давайте мы с вами запланируем еще несколько трансляций, я думаю, обязательно, и поразбираем такие вот обычные вопросы. Ну, как обычные, они необычные, но они, наверное, касаются каждого, и на них нужно давать более такие обширные ответы, а не просто так кидаться, знаете, какими-то фразочками. Я вообще стараюсь очень, вот это важный момент, который хотел сказать. Люди пишут, когда приедешь туда, туда и туда и туда. Поймите, я же не гуру странствующий, который ездит, шутки шутит и, ну, как бы своим полем как бы всех целит, да. Я к каждому выступлению стараюсь относиться очень ответственно. Я выдаю очень много информации, и потом с каждым вопросом стараюсь работать так, как, ну, с точки зрения своей психологической этики, я стараюсь выдавать максимум, глубоко, бережно, и это работа. Да? И поэтому я не могу делать выступления слишком часто, потому что иначе я просто буду, ну вот это вот уйти в тираж, что называется. Это то, чего я не хочу допустить. Я не хочу допустить обесценивания энергии. Вот этой вот, когда вот... Понятное дело, что если ты какой-то, опять же, буддийский гуру, ты можешь спокойно сидеть, что-то хихикать, молчать, и все будут ловить экстазы, я могу задавать какие-то провокационные вопросы или говорить все из вашего ума, просто выйдите из ума и все, но это же не работа, это часть работы, но это не то, как я работаю. Я к этому немножечко менее склонен. Я хочу работать качественно, и поэтому я лучше буду делать чуть-чуть. Спасибо за поддержку материальную. Я не знал, что здесь есть эта функция. Это потрясающе. Спасибо. Мы это все в проект направим на разработку портала, который мы делаем. Все туда. Вот. О чем я сбился? Поэтому выступления я решил делать реже и делать их более масштабными. Поэтому, если мы делаем выступления в 1 год, мы решили делать 1 регион. То есть 1 город в регионе. Вот. То есть, если это, например, Урал, то 1 год Екатеринбург, 1 год Челябинск, 1 год Уфа, например. Если это юг, то это 1 год Ставрополь, это 1 год Краснодар, Сочи, Ростов. А если это Европа, то 1 год Германия, 1 год Франция. Если это Восточная Европа, то 1 год Рига, 1 год Вильнюс, например. В чем здесь суть? Суть в том, что мы берем близкие города, и мы, наверное, даже если будет возможность, будем организовывать автобусы, если будут волонтеры, которые будут с этим помогать, чтобы люди могли просто приехать на это выступление из другого города. Тогда у нас появляется возможность сделать более качественные, энергоемкие мероприятия, чем и просто постоянно ездить. Потому что вот хотелось немножко еще поговорить о том, что происходит. Я же
не только странствующей гуру, я вообще себя в такой роли не вижу. Я вижу себя в роли немножко другой. Я вижу себя в роли того, кто создает возможности. И поэтому для меня важнее даже создавать возможности, чтобы поддерживать людей, поддерживать тех, кто сейчас пробуждается к своей истине, готов ее выражать, нежели чем сам транслировать. Потому что это же ключевая идея, что вы обладаете возможностью для истины. Поэтому у меня есть, помимо моей деятельности, которая, безусловно, цена, я очень ее люблю, она очень много сделала для моего сердца, для того, чтобы я в этом мире чувствовал себя комфортно и вообще принятым. И я чувствую свой вклад, иногда чувствую, в основном, конечно, я так тоже, как все, мы немножко себя обесцениваем, но когда я вижу какие-то отзывы, я так думаю, вау, неужели это помогает? Так вот, сейчас закончу фразу, сбиваясь на чатик. Помимо этого, я стараюсь сделать долгосрочный проект, который называется «Революция сознания». Он включает в себя несколько начинаний, я про них немножко рассказывал Илье Радзевиче, еще больше мы вот сейчас подготовили с ребятами из школы «Тайной жизни», такой мини-фильм, премьера будет уже на следующей неделе. Это действительно фильм с такой художественной красивой съемкой, это интервью в виде фильма, вот, где я тоже рассказываю о замысле революции сознания. Для меня это безумно важный проект, с которым я не тороплюсь, который я делаю постепенно, и я надеюсь, что скоро продолжим разработку и портала, и формата медиаформата и формата живых конференций. Я хочу создавать больше возможностей для того, чтобы разные люди могли открывать себя, открывать свое сердце, говорить, быть услышанными, быть в сообществе, чувствовать эту связанность. То есть революция сознания – это тоже сеть света и в живом формате конференции, и в формате интернет-площадки сеть света, которая будет обнимать планету. Это то, что очень хочется создать. И я думаю, что это я уже говорил, что это дело всей моей жизни. И поэтому вот то, что там вот какие-то денежки приходят, они все отправляются в то, чтобы этим заниматься. Я, по сути, живу для этого проекта. Это не значит, что я заброшу вот эту деятельность. Нет, я стараюсь их совмещать. Пока что последние 2 года я много ездил, и это очень сильно расширяет мой кругозор. Я общаюсь с людьми, у меня много друзей формируется по всему миру. И в будущем, скорее всего, будет на поездке отводиться чуть меньше времени, будут более точечные такие семинары для того, чтобы была возможность заниматься еще и вот этим проектом, да, «Революция сознания». И она обязательно, эта возможность будет, и мы уже постепенно и команду формируем, она уже достаточно большая. Люди, просто часть людей, которые поддерживают этот проект, часть людей, которые готовы принять участие в разработке. И когда мы будем уже готовы об этом заявить о какой-то формате, о программе действий, о какой-то дорожной карте, то мы обязательно опубликуем это публично, и будет понятно, как в этом можно будет принять участие каждому. Вот, так что спасибо вам большое за поддержку, в том числе материальную, потому что это всегда очень нужно. Всегда очень нужно. Теперь, вот по сути сейчас, да, моя жизнь состоит из вот этих 2 начинаний, да, моя личная деятельность и революция сознания. Помимо всего прочего, конечно, у меня еще есть моя личная жизнь, здесь хотелось бы небольшой такой нюанс сказать. Я получаю очень много сообщений, и мне искренне хочется помогать всем. Я раньше отвечал на все сообщения, причем таким вот текстом, да. Но сейчас я понимаю, что большинство вопросов приходит реально запрос на, как психолог я понимаю, что это, не на одну консультацию терапия, а ответить быстро – это не экологично, не этично и неправильно. Нет быстрых ответов на некоторые вопросы. Да? Но есть на высоком уровне абстракции, типа «все есть любовь, прими свою вибрацию, жизнь тебя расширит», и вот эти все остальные мои вопросы, ответы, которые я частенько рассказываю. Но это не та история, про которую, не тот формат, который действительно нужен нам. Поэтому
пожалуйста, если вы задаете мне вопрос, и я на него не ответил, это не потому, что я зазнался или не хочу общаться. У меня душа душа кровью обливается, сердце, когда я вижу непрочитанные сообщения, но я понимаю, что я не могу постоянно быть в формате консультации. Да, это невозможно. Это невозможно давать экологичные ответы 24 часа в сутки, профессиональные, глубокие, нет. Да, и, скорее всего, лучший способ – это мы, наверное, создадим либо прийти на живое мероприятие и задать этот вопрос. Это очень нужно, мы в мероприятиях будем много времени выделять под эти вопросы. Либо вот на таких открытых трансляциях, я думаю, что мы будем их делать, просто приберегите вопрос, задайте его, да. Если что-то совсем срочное, то есть контакты вот здесь. Я специальное сообщение подготовил внизу, это первый комментарий, почитайте. Здесь есть люди, к которым можно обратиться по разным вопросам. Моя помощница Александра, ей можно написать по поводу общих вопросов, связанных с расписанием моей деятельности, доступа к курсам и так далее. Есть Наталья, которая по всем мероприятиям, которые у нас происходят, может сориентировать и по организации, в том числе это мой координатор по всему миру. Есть Анастасия, которая может задать вопросы по сотрудничеству, или если вдруг у вас действительно что-то очень важный вопрос, и вам нужно его передать мне, напишите Анастасии, пожалуйста. Вот. Это как бы такой вот нюанс. Дальше актуальное расписание. Я там указал ссылку. Ссылку на курс просветления, о котором мы говорили. И еще важный момент. Дорогие, кто подписан на мою рассылку? Поймите правильно, имейл рассылки отходят в прошлое. У части людей они попадают в спам. Часть людей указывают почту, которую они не смотрят. Пожалуйста, переходите в мессенджер. У нас создан канал в WhatsApp и канал в Телеграме. Я туда публикую все самое актуальное, все анонсы, все расписания. И это приходит прямо в телефон, не через email. Поэтому, пожалуйста, все, кто подписан на мою рассылку, подпишитесь либо на Телеграм, либо на WhatsApp. Не обязательно на то и то подписывать, дублировано оно не будет. Смотрите, теперь в WhatsApp есть ограничения. И сейчас, когда вы подпишетесь, оно заполнится, я поменяю ссылку, поэтому если вы нажмете на следующий чат, там будет «Революция сознания 4» называться, и поэтому если вы зашли и будет сообщение «Чат переполнен», то зайдите через полчаса или через час в этот же комментарий, там будет уже новая ссылка на новый чат. И теперь последняя, пятая инициатива. А вот первый комментарий, смотрите, все в ссылке тут есть. Теперь пятая инициатива. Я решил, вот эти трансляции, они будут всегда на YouTube, потому что YouTube – это лучший способ все-таки сделать ролик, он остается, здесь можно вдумчиво поговорить, разобраться, ответить на вопросы, он более такой большой формат, можно дольше говорить. Я решил делать еще включение в Инстаграме для тех, кто… Я, честно сказать, не Инстаграм-человек, для меня это все-таки такой немножко малый жанр. Я не очень это люблю, но Инстаграм – это хорошая возможность быстро выходить в эфир вот без таких технических сложностей, плюс приглашать гостей. Поэтому я думаю, в понедельник в 12 часов по Москве, запишите себе, я позову несколько друзей в эфир, и мы начнем неделю с такой медитации, с веселого попурри, включения с разных частей мира. Позову ребят из Бали, из Екатеринбурга, из Германии, из Италии, из Франции, из Испании, из Прибалтики, из нашей любимой, из Питера, из Москвы, всех моих друзей, которые сделают маленькие включения, и потом мы все вместе сделаем еще медитацию. Поэтому запишите, пожалуйста, 12 часов. Мой Инстаграм тоже указан. Смотрите все контакты. Посмотрите, под видео есть комментарий, он закрепленный. Написано, называется «Полезные ссылки и контакты». Если вы развернете, там есть все то, что вам нужно, и все то, что я упоминал здесь. Вот. Мы ни одно сообщение не оставляем без ответа. Если что-то случилось, я помню, один раз человек сказал, что я не ответил на сообщение. Да, такое бывает, если, например, очень много сообщений, и оно пришло, я его открыл, а потом, там, не знаю, телефон сел или приложение зависло, и я его потерял, я просто не могу все 1000 держать в памяти. Вот, хотя я стараюсь, я правда искренне стараюсь, потому что нет ничего более важного, чем то доверие, которое есть от людей и вот этой моей деятельности. 12 часов по Москве, то есть по балийскому это будет 5, по екатеринбургскому, насколько я понимаю, это будет 3, да? Часа в Европе будет 11, где-то 10. Вот в Америке не знаю, сколько будет, по-разному. Саша, насчет личной жизни, если вторая половинка. Нет, второй половинки нету.
А, ну как, я родился целым, что называется, так уж получилось. Вот. Тем не менее, у меня какой-то такой интересный период жизни. Если последние 2 года я был больше в таком... Я называю этот период, если честно поделиться с вами, такое хождение евреев по пустыне. Видимо, мне нужно было какое-то перезагрузить свое сознание, поэтому мне не давала жизнь какой-то точки опоры конкретно. Я много путешествовал. То есть сейчас у меня уже появляется какая-то такая тяга к семейному, домашнему уюту, к тому, чтобы дольше времени проводить в одном месте, чтобы оседать. Поэтому, скорее всего, я буду более чаще в России появляться. Я обожаю Россию. И меня-то как раз нельзя упрекать, хотя иногда кто-то пытается, что я там живу на Бали, в основном нет. Нет, ни в коем случае. А Россия – это то место, где мне суждено жить и работать, и я здесь чувствую самое высокое небо и самый большой потенциал возможностей. При этом не обесцениваю весь остальной мир, я говорю просто про свое чувствование энергии, про свое приложение. Да. Безумно люблю Европу и люблю Прибалтику, люблю Западную Европу. В Америке еще не был, я уверен, что ее полюблю тоже очень сильно, потому что работники света и потенциал для раскрытия сознания есть везде, везде. По мере возможностей буду путешествовать. Но вот такое вот желание уже какой-то оседлости и, возможно, даже более глубоких отношений у меня присутствует. Такой маленький ответ на личный вопрос. В Украину приеду обязательно. Я прям чувствую, что... сяду в России, скорее всего, в Петербурге. Все-таки мой родной город. В Украину приеду. По поводу любого сотрудничества с Анастасией. На Байкал. Одна из точек, куда хочу. Так, у меня включились... Я думаю, смотрите, я не хочу делать прогнозов, потому что это все зависит от нас, но я думаю, что ситуация стабилизируется к маю, и я думаю, что к осени будет уже довольно свободно дышать. Скоро увидимся, если будет все хорошо, в Израиле, потом в Екатеринбурге, потом в Риге, Праге, Париже, надеюсь, в Литве. Вот последняя мысль о проекте, о котором я хочу рассказать. Мы с музыкантом Робертом Коксоном, который который вообще главный музыкант района, да, потрясающая музыка, которую я всегда на медитации использую. Мы ведем переговоры, чтобы сделать в этом или в следующем году, если получится потрясающее мероприятие в пирамиде Меркини. На мой взгляд, это самое высоковибрационное место на Земле прямо сейчас. Самое. И мы там хотим сделать медитацию. И будет, по сути, Роберт Коксон, который канал, да, ченнелер музыкальный, Повелос, который построил эту пирамиду, тоже канал, медиум. И я, Саша Меньшиков, мы хотим сделать вот такое вот мероприятие. Мне кажется, это будет волшебно. Очень надеюсь, что этот проект состоится. Пожалуйста, тоже следите за событиями, за анонсами, которые также вот по ссылке на моем сайте всегда сверху все анонсы будут. Казахстан будет, Вена будет, Новосибирск мой любимый будет. Обязательно. Дорогие, ну что, везде приеду. Безумно рад вашей поддержке. Это так много и так важно. А сейчас маленькая медитация. Роберт Коксон. Пододвину немножко. Так. Можно отключить. Пододвину чуть-чуть. Что касается следующей трансляции, давайте договоримся, что если мы решаем собираться,
регулярно, помимо трансляции в Инстаграме в понедельник, давайте договоримся, что мы будем тогда это делать без постоянных дополнительных анонсов, потому что это очень важно. Люди, они как бы все хотят за каким-то лидером следовать. Нет, это наш совместный проект, это наша совместная ответственность. Если мы хотим продолжать общаться, пока мы на карантине в таком формате, давайте выберем день. Я предлагаю также, может быть, пятница вечер, а также пятница 19 часов, например, и каждую пятницу или каждый четверг, вот решим сейчас под конец трансляции, напишите пока, что вы думаете. Мы будем также собираться здесь, включать трансляцию и будем разбирать вопросы и делать медитацию. Ну, например, там запланируем пока ближайшую и будем на каждый продлевать. Да, здорово. Все, тогда пятница 19. Тогда пятница 19. Ну что, устраивайтесь поудобнее. Хочу почувствовать более глубоко наш круг. Главное сесть удобно, потому что нет ничего более важного, чем наше хорошее настроение и расслабленность в теле. Четверг Навальный. О чем? Какой Навальный? Такие замечательные комментарии. Запись этой трансляции будет, и всех остальных будет. Да. Кажется, такими темпами мы скоро на YouTube будет 100 000 у меня подписчиков. Мы так как-то быстро растем. И я еще думаю, что я посвящу это время монтажу, чтобы выложить, порадовать вас еще новыми роликами. Можно лежа. Лежа даже лучше. Лежа даже лучше. Где мы будем писать анонс о следующей трансляции? Где будет ссылка? Давайте так, ссылку буду размещать в наших чатиках, в Телеграме и в WhatsApp. Да? Лучше в Телеграме даже, если есть возможность, потому что там один чат, а в WhatsApp будет уже, чувствую, 5-6 чатов, 7. Это первое. Второе. Буду закреплять, если будет такая возможность, на этом канале на YouTube на главной странице. Если там будет такая возможность. Вот. Ну что, начинаем? Вы можете слушать эту медитацию и потом, когда будет настроение. Так приятно иногда сделать глубокий вдох и очень медленный выдох через рот. И почувствовать, как меняется то, что иногда называют точкой сборки. Как меняется то, где мы собраны, то, где мы сконцентрированы, то, где мы присутствуем, то, откуда мы смотрим на жизнь. И вот уже с этого нового состояния в этом пространстве мне хочется поприветствовать вас. Мы все становимся каналами, когда перестаем говорить из ума. Ведь в каждую нашу клеточку проникает энергия Бога и сознание Творца.
каждая клеточка, общаясь друг с другом, создает поле, то поле, которое мы называем нашей душой. И когда с очень медленным выдохом наше внимание проваливается где-то в глубину, там, где мы можем чувствовать тепло от руки, положенной на грудь. Вот там вот наша душа начинает говорить. И первое реагирует, конечно же, наше сердце. Реагирует наше сердце. Чувствами, эмоциями, состояниями. Что говорит сейчас оно вам? Что приходит? Что вы можете почувствовать в этой теплоте внутри себя? Готовы ли ваши клеточки открыться навстречу этому и дать простор тому, что внутри? Клеточки открываются навстречу жизни внутри. И, может быть, выходят разные эмоции, тяжелые или легкие. Всему есть место во внутреннем мире. Это волшебство. Дать жить себе. Так удивительно, что когда мы чувствуем свой центр, чувствуем тепло от руки, мы можем видеть картинки или не видеть, мы можем чувствовать или не чувствовать, но в этот момент наш разум уравновешивается чем-то большим. Энергией души, которая входит в наше сердце и которая улавливается каждой клеточкой и которая окутывает любовью все, что мы внутри чувствуем, дает место и время для заживления. И от вас, что нужно, чтобы открыться, чтобы почувствовать это пространство. Просто разрешение, просто выбор почувствовать себя в безопасности. Ведь когда мы дома, я не знаю, есть ли дом у вас сейчас или нет, внешний, физический, где вы можете чувствовать себя как ребенок, спрятавшись и выдохнув все напряжение, которое вы накопили. Но у вас есть дом внутри вас, и вы можете востребовать его, разрешить себе на эти несколько мгновений пойти туда. Как это было бы здорово там очутиться. И тогда все, что вас тревожит, будет окутано такой любовью. Все попадет в поле души, исцеляющее поле души внутри вас. Как родной дом, как место, где вы всегда приняты, как любовь. Как оно? Хотели бы вы такого отношения к себе? Хотели бы? Это же так доступно. Побудьте там.
Откуда берется это поле любви? Откуда оно происходит? Что это за энергия, которая вытекает из каждой клеточки? Может ли быть так, что этот Бог – Творец, наша душа, энергия бесконечной любви, сильнейшая, мощнейшая энергия, из которой сотворена наша Вселенная, она сочится через каждую клеточку тела. Может ли быть это так? Которая может обнять каждую проблему, каждую эмоцию, каждое переживание в вашей жизни и дать ему время на исцеление, и дать ему силы на исцеление, залечить. Что было бы, если бы так было? Почему бы вам не воспользоваться этой возможностью? Вот это весь ответ, который вы искали все жизни подряд, все. Вот это исцеление, которое вы искали так долго. Вот это спасение, которое вы искали так долго. Вот это пробуждение и нирвана, которое вы искали так долго. Благодать, которая сочится из каждой клеточки. Безусловная любовь для каждого вашего поступка, эмоций, действия, для всей вашей жизни. Квантовая, ядерная, бесконечная сила внутри, обнимающая вас. И если на мгновение мы даем ей вытечь, мы даем ей проявиться, то по всему нашему земному шарику всполохи света. Пробуждение любви. Если каждая наша клеточка вдруг откроется не только связи с собой, но откроется тому пространству, в котором она находится, этому земному шару, планете, этому магнитному полю, которое нас объединяет, этому полю сознания, которое нас объединяет, этой игривой планете, которая нас объединяет, этому разуму, который молодой, но такой красивый, такой милый, который нас объединяет. И всем тем божественным сущностям, которые населяет, если мы позволим каждой нашей клеточке открыться для этого и дадим разрешение нашей любви течь, напитывая планету, обмениваясь с другими людьми, то что происходит? Это буквально сеть света, сеть любви, сотрудничество, слаженность с сознанием планеты, партнерство, ощущение безопасности находиться здесь. Планета улыбается нам сейчас. Всем, находящимся в разных частях земного шара, представьте, в одно мгновение, те, кто смотрит или слушает записи, одновременно обнимают Землю. Она радуется. Она говорит: наконец-то мы можем быть рядом. И я безопасное место для вас. Давайте праздновать это воссоединение с жизнью. И те люди, которые подключились сюда сегодня, чувствуете ли вы течение энергии между нами? Чувствуете ли вы, даете ли вы разрешение на то, чтобы ваша любовь из безграничного источника направилась тем, кому сейчас она нужна?
в этом пространстве. Может быть, кому-то сейчас нужна помощь в исцелении тревоги, в принятии важных решений, или в исцелении тела, в исцелении сознания, в исцелении жизненной ситуации. Разрешите. Я разрешаю, чтобы моя любовь была направлена тому, кому она нужна прямо сейчас. И я принимаю то поле любви, которое здесь есть, и позволяю исцелению в моей жизни произойти. Я принимаю воссоединение с планетой. Я живу в безопасности и в радости на этой планете. Я прошу мои клетки чувствовать слаженность между собой и обнимать все мои эмоции, все мои чувства, заботиться о том, что происходит внутри меня. Ведь я выбираю благополучие в своей жизни. Я на любимой планете, которая улыбается мне. И есть сеть света, которая объединяет меня с людьми, которые вибрируют высоко. И нам хорошо жить на этой планете. И у нас есть безграничный источник энергии. И я чувствую это, когда я не закручен в драму. Но даже когда я закручен в драму, я знаю, что это подключение не исчезает. И я могу всегда вернуться. И я знаю, что есть место для исцеления всего в каждой моей клеточке. И я могу вернуться туда, когда захочу. И эта сеть, она может делать по-настоящему важные дела. И прямо сейчас мы посылаем энергию тому, кому он нужнее всего прямо сейчас. Я посылаю энергию тем людям, организациям, тем, кто сейчас нуждается в поддержке, в помощи, в свете, в ясности, в смягчении сердца. Всем, кому нужен мой свет, моя любовь, моя жизненная энергия из безграничного источника. Всем, кому нужен свет, надежда, дом. Прямо сейчас я щедро делюсь этим, потому что Бог со мной. И я гляжу на них и говорю: ты такой же, как я. Ты Бог. И я верю в твою божественную силу создать изменения. Я верю в то, что Бог внутри тебя пробудится. Я верю в то, что ты будешь исцелен. Я вижу тебя исцелен. Я вижу эту планету исцеленной. И я вижу тот день, когда сеть света будет такой сильной, такой устойчивой, что никогда на этой планете не будет эпидемий. Никогда на этой планете не будет финансовых кризисов. Никогда на этой планете люди не будут уходить от таких вещей. Никогда на этой планете не будет войн. Никогда на этой планете не будет ничего тайного, что вредило бы людям. Потому что сеть света будет высвечивать все и не допускать. Это самый надежный страж. Наша радость – это самый надежный страж и самый большой гарант безопасности. И прототип ее закладывается прямо сейчас, здесь, в это время. И мы все в ней участвуем. Это то, ради чего стоило прийти в эту жизнь сейчас. Планета меняется. Новая сеть закладывается. Решетка света. И мы ее делаем не кто-то, а люди, вспомнившие о своей божественной силе и сделавшие чистый выбор раскрыть Бога в себе. Они то, что спасут планету.
Мы те, кто спасем планету. Каждый из нас тот, кто закладывает фундамент для будущего вознесенной Земли. И я благодарю вас. И пусть энергия моего сердца, моей души будет с каждым из тех, кто здесь сейчас есть, тогда, когда ему будет нужно. Еще несколько мгновений, еще несколько глубоких вдохов и медленных выдохов для того, чтобы побыть немножко в этом состоянии, в этой связанности, осознавая важность наших чистых намерений и тех результатов, которые они создают для Земли. Каждый из вас вносит свой великий вклад в пробуждение человечества и восстановление мира на Земле. Я чувствую вашу любовь. Я чувствую любовь планеты. Я чувствую Бога в моих клетках. И я чувствую, что каждый из вас способен сказать то же самое. Может быть, не до конца это ощущая, но та божественная составляющая, которая есть внутри вас, кричит о том, что это правда. Будем еще несколько мгновений в этом состоянии. И до встречи.